Приветствую, друзья, на видеоканале об играх замечательного сеттинга Anno. Мы изучаем игровую механику и делимся своими знаниями. С вами Игорь Гуда. Приятного просмотра. Продолжаем разговор о промышленных постройках в игре Anno 1404. Итак, доменная печь. Доступна для постройки после достижения поселением уровня 240 горожан. Производит один из важнейших в игре ресурсов – железо, которое используется для создания инструментов, оружия, пушек, а также бочек для винного производства. Доменная печь является перерабатывающим производством, поэтому для ее функционирования необходимо сырье – железная руда и уголь, добываемые в железном руднике и хижине угольщика или угольной шахте. Перед началом постройки доменной печи вам необходимо выбрать тип производства – совмещенный или раздельный. Этот выбор определит расположение новой постройки. При совмещенном производстве необходимо, чтобы предприятия, добывающие сырье, располагались в рабочей зоне доменной печи, которая имеет радиус в 10 клеток. При раздельном производстве достаточно разместить доменную печь укрытого рынка. В любом случае, сначала необходимо построить сырьевые здания и получить первые тонны железной руды и угля. Для постройки доменной печи откройте вкладку «Строительство горожан». Стоимость строительства составляет 600 монет, 10 тонн древесины, 5 тонн инструментов и 2 тонны камня. Максимальная эффективность производства – 2 тонны железа в минуту. Однако, от начала строительства до полного запуска производства, то есть достижения 100%, пройдет около 2,5 минут. Стоимость содержания работающей доменной печи – 20 монет, при отключении всего 10. На изготовление 1 тонны железа необходимо по 1 тонне железной руды и угля. При этом минимальная себестоимость тонны железа составит 30 монет. Вероятнее всего, в начале игры вы будете строить доменную печь в западных колониях, располагающих сырьем, железной рудой и углем. И тот, и другой ресурс можно добывать как на северных островах, так и на южных. Постройка доменной печи в восточных колониях вполне обоснована. Однако учтите некоторую сложность получения угля на юге с помощью хижины угольщика. Для ее работы необходимы территории естественных пальмовых рощ или орошаемых с помощью норий. При получении доступа к угольной шахте эта проблема снимается. Производство железа – это в принципе сырьевое, точнее промежуточное производство. Железо необходимо для последующей переработки в готовый продукт – инструменты, оружие, пушки или бочки. Одна доменная печь полностью обеспечивает железом 2 инструментальных цеха, 1 оружейную кузницу и 2 бочарни. Для обеспечения производственных потребностей пушечного двора достаточно 3/4 ее производственных мощностей, то есть не 2, а только 1,5 тонны железа в минуту. И, наконец, об организации производства железа. Начнем с совмещенного с добычей руды и угля. В этом случае нет необходимости соединять железный рудник и, например, хижину угольщика дорогой с скрытым рынком. Работники доменной печи сами заберут сырье и доставят по назначению. Предлагаю рассмотреть вот такую достаточно универсальную схему. Вообще она удобна для всех многих аналогичных производств. Принципиально подобные структуры мы рассматривали и для хижины каменщика, и хижины угольщика, для железного рудника и угольной шахты. В этом случае мы минимизируем рабочие площади и содержание построек. Конечно, в данном случае положением можно варьировать, однако нужно соблюдать главное правило – сырьевые производства должны быть в рабочей зоне доменной печи. На мой взгляд, наиболее удобное положение доменной печи у железного рудника, в том числе даже при раздельном производстве. Руда будет поступать в доменную печь прямо из разработки месторождения железа, а вот уголь работники возьмут уже на складе, куда он поступит, например, из угольной шахты. Эта схема подобна предыдущей,
но имеет свою особенность. Рядом с доменной печью мы можем развернуть, например, 2 инструментальных цеха или построить 2 бочарни. Очень удобно. Кстати, вот на этом примере можно увидеть реальное и, главное, рациональное сочетание двух подходов – совмещенного и раздельного. Прежде чем завершить, одно замечание. Говоря о типе производства, я использую понятие «совмещенное» или «связанное». Поясню. Это один и тот же тип, а применяю я разные названия в зависимости от контента. На этом заканчиваем. Рекомендуем также ознакомиться прежде всего с циклами видео о железной руде и угле, а также с видео о ресурсе железа, необходимом для обеспечения западных производственных технологий. Ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр, оценивайте, комментируйте и подписывайтесь на канал. С вами был Игорь Гуда. Идея и техническая поддержка игровых механиков. Удачи, продолжение следует.